Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей, со мной Карлос. И я наконец-то приближаюсь к хижине рыболова. Давно здесь не был. Природа начинает оживать. На деревьях еще не сильно видно листву. А вот всякие цветочки, травка уже вовсю активно цветет. Очень красиво. Карлос уже у избушки, наверное. Он моментально узнает места. Как я не понимаю, они неужели настолько долго запах держится? Они ж больше с обонянием, я так понимаю, ориентируются. Наверху косуля кричит, самец. Ничего его не учит. Пару раз он уже чуть не получил копытом от оленя. Все равно побежал. Вот против инстинкта не попрешь. Вот наш склад. Тент почему-то сорвало. Да, вот здесь нужно навести порядочек. Порезать на дрова бревна. И весь мусор пособирать. Поуносить все, что не нужно. И использовать все, что пригодится. Вот какие-то цветочки. Фух. Прибыли. Карлос. Ты посмотри, сколько воды много. Прямо под самый берег. Камыш весь порвало. И косить не нужно. Можно будет просто пособирать его, когда вода уйдет в свое русло. Помню, когда приезжал сюда по весне, всегда было вот так много воды. Ловил рыбу прямо с берега. А потом она в течение лета постепенно уходила. И приходилось строить мостик. Устанавливать там дальше помост, чтобы дальше забрасывать. По-моему, я уже говорил, что Юра здесь был пару раз. Продолжал делать кладку, хотя и сложно сейчас добыть ракушку. Потому что полностью берег затопленный, ее не намыло. Вот. Я не сильно просматривал видео, особо времени нет. Но так понял, ну так кусочками посмотрел. Так понял, что он использовал то, что мы заготовили еще с того года. Ракушку колотую. И потом еще добавлял опилки. Ну вот. Совсем немного осталось закончить эту стену. Пока непонятно, как поведет раствор. Видно, конечно, немного усыхается. Но ничего, все можно будет поштукатурить, когда будет доступ к ракушке. Я, правда, не знаю, почему он решил делать ту стену. Она, в принципе, защищенная лесом от ветра. А ветер всегда, думаю, дует вот сюда, мне в лицо, прямо вот с водоема. Можно было бы начать с этой стены, чтобы меньше продувалось. Ну да ничего. Придет время, доделаем. Я думаю, что в этом году, естественно, доделаем. Лето еще не началось. А в том году мы начали строить осенью. И осенью, и вот зимой что-то делали. Ну, зимой сложно, потому что раствор мерз. Но, в принципе, я думаю, обязательно закончим это строение. Ну что, пойдемте вовнутрь. Пойдем-ка. Заходи. Ух, как тут холодно. Окна закрыты. Надо шторочки открыть. Что, красунчик, на улице теплее? Ух, да, сегодня распогодилось, конечно. Ух. Так.
Другое дело. Еще нужно будет маскировочный камыш подрезать, потому что здесь эти кусты позеленеют и ничего видно не будет. А на зиму можно придумать какие-то такие, как ролеты, что ли, из камыша придумать. Да, вот как маты такие делают, связанные. Их можно скручивать, поднимать, такие сделать жалюзи из природных материалов. Это было бы здорово. Правда, мороки, конечно, много. Но если сюда надолго прийти, то запросто можно уделить время. В этом походе я мыслил уделить время рыбалке, потому что сейчас должна активно клевать плотва перед нерестом. Из-за холодов, видимо, этот самый жор преднерестовый сместился, потому как было очень прохладно в последние несколько недель. И он вот-вот должен наступить. Вот в такие вот солнечные денечки обычно она и начинает хорошо очень клевать. Но так как вот это вот все принесло к берегу весь камыш, и воды очень много, и вот так практически по всему берегу на удочку ловить будет очень сложно. Во-первых, нависающие деревья не дадут забрасывать. Да и вытягивать рыбу тоже с таким ковром из камыша будет проблематично. Не знаю, какая здесь глубина, но здесь был берег все время. В принципе, плотва может подходить в это время к самому урезу воды, прямо к берегу. Вот. И не опасаясь ничего. Можно, конечно, попробовать ловить прямо отсюда. Посмотрим. Ну и, конечно, хотелось продолжить кладку стен. И вот что я заметил. Вот здесь за баннером, это во всяком случае на ощупь, так я не могу понять. Пока срывать его не хочу, вот, потому что еще холодно ночью. Нужно будет протопить печь и согреться. Так вот, как видите, за ним вот такие вот есть прямо пузо, а где-то наоборот уходит. Сложно было сделать, не отрывая баннер, я понимаю. Но здесь я планировал сделать именно вот такую вот видимую часть. Сделать их красиво, зачистить, там хорошенько заштукатурить и, возможно, даже вскрыть лаком или маслом хотя бы вот эти пенечки. То, что может быть возле спальной зоны, возле кровати, там, где будешь касаться спальными там одеялом, простынями, там, конечно, можно и чем-то обшить, типа такого, только более похожее на дерево. Вот там у меня есть на складе вагонка еще. Вот вагонкой можно было сделать вот такой вот как бы быльца такие вокруг кровати, чтобы не сыпалось вот это вот глиняный раствор. Как ни крути, он все равно будет осыпаться, если об него тереться. Вот. А выше я хотел оставить именно вот такие пенечки для красоты. И потолок, конечно, нужно чем-то будет подшить, потому что, это не хижина рыболова в таком случае. Должно быть эстетично, красиво и природно. Но это я так вижу. Конечно же, на это нужно уйма времени. Неизвестно, когда удастся это сделать. Поэтому, в принципе, не вижу я сейчас смысла спешить. Вот, потому как здесь мне по-любому придется разобрать. Переделать более ровненько, чтобы здесь была такая... это заходишь, оно сразу в глаза бросается. Вот такие вот делишки. Так что я даже не пойму, чем себя занять. С рыбалкой не пойми, что будет. Вернее, у меня есть одно дело, но я его планировал на вечер. Что? Набегался. Стой, дай клеща сниму. Клещ ползать дай уберу. Пошли выкинем его. В общем, первым делом нарублю дровишек. Нужно растопить печь, потому как ночью холодно, около 0. А там видно будет, чем себя занять. Посмотрим по ситуации. Карл, стекай.
Карлос, ты что там улегся в травке? Сейчас будет тепло в домике. Пойдем, Карлос, пойдем. Юра тут, смотрю, модернизировал печку. Заложил половину топки кирпичами. Посмотрим, как это скажется на ее работоспособности. Надеюсь, не замерзну. Пойдем, Карлос, за дровишками. Что, Карлос, вот эти брать можно? Ты разрешаешь? Теперь нужно резать коротенькие. Не как раньше метровую закинул в топку и пошел спать. Это уже летний вариант, чтобы не было так жарко. Пила, как ни странно, хоть бы не сглазить, перестала барахлить. Я менял контроллер, она совсем перестала работать. А вот когда поменял, работала, но при небольшой нагрузке останавливалась. Потом опять работала. Ну, в общем, неудобно было пилить. При нагрузке останавливался. А сейчас вроде ничего. Дубовые бревнышки. Ну, правда, не толстые, но все равно. В общем, дровишек здесь достаточно. Нарежу чуть позже. А сейчас пойду готовить еду. Потому что я еще сегодня не ел. Позавтракать не успел. Карлос уже кого-то копает. Кто там? Или ты себе землянку делаешь? Когда я уже добычу увижу от тебя? Так, как бы не искупаться. Ой. Ой-ой. Набрать водички, посуду помыть. Да, здесь неудобно. Грязная сильно. Оп. Карлос, выкопал. Где? Где мышка? Скажи лучше, где мне водички набрать? Вот здесь, думаешь, удобно будет? Тут тоже можно занырнуть. Ой, вот здесь можно спуститься. Так. Как же ж неудобно стало. Надо делать мостик новый, чтобы водички набрать. Так. Казанок немного нужно сполоснуть. А вода-то чистая, только в ней плавает всякий мусор. Веточки, палочки. Думаю, ничего страшного. Я сейчас даже это все дело подогрею и помою. Так, ну что, нагрелось? Вроде хорошо горит. Ну все, казанок помыл. Печь прогревается. Можно приступать
к приготовлению пищи. А готовить сегодня буду плов туристический. Почему туристический? Потому что из тушенки. Можно было, конечно, принести и обычное мясо, ребрышки или что там еще можно. Ну, баранину у нас не найти. Вот. Но мы же все-таки на природе. И чтобы это не было банальным блюдом, будет вот такой вот туристический. Я уже пробовал делать. Получается очень даже ничего. И это учитывая, что я часто бывал в Узбекистане и пробовал настоящий узбекский плов. И это получается тоже достаточно вкусно. Почти как настоящий. Сначала обжарим лук. А еще лучше до этого его почистить. Карлос, еще рано. Потерпи чуть-чуть. Это, конечно, далеко не оригинальный рецепт. При всем при этом у меня нет специй для плова. Но я и не люблю, в общем-то, покупные специи для плова. Я говорю, рано еще, Карлос. Ожидай. А, ты сюда хочешь залезть? Ну ладно, тут можешь посидеть. Давай сюда. Вообще плов на такой печке приготовить довольно сложно. Потому как какая-то часть приготовления идет на максимальном огне. А потом, когда уже готовый зирвак и в него добавляют рис, то должна быть наоборот минимальная температура. Ну, минимальный огонь, короче говоря. А на такой печи регулировать довольно сложно. Сейчас немного подброшу мелких таких дровишек, чтобы печь горела более активно и хорошенечко раскалилось масло в казанке. И можно нарезать лук. Сегодня обойдемся без курдючного жира. И даже подсолнечного масла у меня нет. Но есть оливковое. Подсолнечное я стараюсь сейчас реже есть. Так что сегодня вообще необычный будет плов на оливковом масле. Кстати, ни разу еще не пробовал так делать. Лука в плов нужно много. Даже слышал, что кладут все 1 к 1. Если у вас килограмм мяса, то также килограмм лука, килограмм моркови и килограмм риса. Но я делаю немного меньше. Во всяком случае моркови, потому что он чересчур сладкий получается, как для меня. Моркови где-то в 2 раза меньше, чем лука кладу. А лук он при приготовлении просто растворится. Он вкус свой даст. Так что те, кто не любят лук, вы его как бы и не увидите в блюде. Плов нужно готовить довольно долго. Вот этот вот так называемый зирвак. Это, как бы объяснить, это когда вот вы обжарили лук, морковь, мясо. И все с такой корочкой, и оно цвет придает. Такой рыжеватый. Вот этот. Многие думают, что плов такого цвета рыжеватого из-за того, что там много моркови. Или же там, может быть, кто-то думает, что из-за паприки или какой-то еще, как ее, желтой куркумы. На самом деле эти приправы там не нужны. Основная приправа это зира, ну и соль. Собственно, это основное. Я не знаю, что там еще в покупных пакетиках добавляют. Но зира это основная специя для плова, как по мне. Вот, и что я хотел сказать. Ой, уже заговорился, вылетел. Зирвак это когда это все уже обжарено.
ставят томиться на небольшом огне, заливают воду, и оно еще там булькатит с полчаса где-то томится. И за это время лук, он растворяется буквально. Морковь остается, а лук довольно мелко режется. Это я сейчас здесь без дощечки, мне неудобно, так он крупновато, конечно, получается. Так, дровишки разгорелись. Добавлю масло, чтобы разогревалось. Масла льют много. Да, и теперь вот так снова приходится готовить на всю неделю, потому как на работу встал в 6 утра, быстренько собрался, умылся, зубы почистил и вперед. И в 7:30 вернулся, поужинал и баюшки. Я раньше так не ужинал так поздно. Теперь приходится, деваться некуда. Чтобы проверить, раскалилось ли масло, можно бросить несколько кусочков лука. Они должны сразу зашкварчать. Они буквально еле-еле. Да, сложно, конечно, сначала раскочегарить эту печь, а потом наоборот остудить, чтобы не было жарко. Шкварчит потихоньку. Вот такие мелкие дровишки, чтобы овощи хорошенько обжаривались. Тут уже и подкладывать некуда. Полная топка. Ну а морковку нужно нарезать наоборот, не так мелко, как лук, а покрупнее, соломкой. Я вообще не понимаю, кто готовит и натирает на терке. Это уже совсем другое блюдо получается, а не плов. Морковь должна быть нарезана соломкой, ножом, достаточно крупно. Вот, потому что получится не плов уже, а рисовая каша. Вот примерно так. Это прямо такой целый ритуал нарезания моркови. Все, морковку дорезал. Кажется, что уже полный казанок. И больше сюда ничего не поместится. Но на самом деле все оно утушится, уменьшится в размере. Да, снова нужно подбрасывать дровишки, потому что быстро прогорают. И жарко становится неактивной. Ладно, хватит. Снова нужны мелкие дровишки, чтобы жарилось активнее. Иначе все будет тушеное. А это не то. Тут важно, чтобы по стенкам казанка немного пригорели овощи. И когда уже зальем воду, тогда это все откиснет от стенок. И вот это именно это и дает тот самый цвет плову. Ну что, процесс идет.
Карлос спит. Скоро будет темнеть, нужно подготовиться к ночи, нарезать дровишек. Ну вот. Я вот пилил сейчас, по сторонам смотрю, полно пенечков, которые можно было бы на чурки порезать. Ну, для строительства. Их, в принципе, не так-то уж и много осталось нарезать. Но посетила меня мысль, что, ну, пила вроде как режет, но не более толстые бревнышки начинает она выключаться, конечно. А большую свою пилу тащить я не хотел. Ну, тяжеловато. Вот. И подумал, что отлично бы получилось, когда закончится нерестовый запрет, можно будет на лодочке, на электромоторчике я как раз приду. У меня эти аккумуляторы, которые надолго дадут мне энергию там для заряда телефонов, гаджетов, всех камер и так далее. А также можно взять с собой солнечную панельку мою, среднюю. Сильно, ну, маленькой не будет хватать. А вот 110 ватт, я думаю, то, что надо. В летнее время ее с головой хватало. Вот. А та, что 400 с чем-то ватт, ну, она чересчур, конечно, большая, такая непоходная совсем. Даже та, что 110, она явно не для походов. Но когда на лодке ее без проблем там бросил, вот, она даже будет подзаряжать аккумулятор, на котором идет электромотор. И вообще можно без проблем кататься и подзаряжаться. Вот к чему я. Что потом уже будет большая пила. Без проблем нарезать можно чурочек. Сделать вот этот угол, который вот возле печки остался. А ну и вот этот возле двери слева тоже нужно доделать. Ну а пока продолжу резать дровишки. Ну что, надеюсь, хватит дровишек. В принципе, днем-то не так холодно. Поэтому все помещение полностью-то не промерзло. Думаю, что не замерзну. В любом случае встану, если что, нарежу. Наконец-то раскочегарилась, шкварчит сейчас хорошенько. Должна появиться вот эта вот корочка, от которой будет цвет. Расскажу вам, что у меня со спиной сейчас творится. Что-то вообще такое необычное. Не могу я понять, что происходит. Как-то ведет себя организм странно, мягко говоря. В общем, раньше как было? Ну, где-то что-то неудачно поднял, что-то тяжелое, прихватило, там, скрючило, поколол уколы, через там, пару недель более-менее проходит.
А сейчас болит просто постоянно. Не проходит она никогда. Ну, может, не так интенсивно, конечно. Вот есть такие 3 вида боли. Основная практически все время — это когда просто болит, терпеть можно. Неприятно, конечно, очень, но уже привык. Второе — это очень болит. И третье — это капец как сильно болит. Вот. Это когда уже все, ты ходить не можешь, тебе необходимо буквально на 4 ползти куда-то там на кухню или в туалет, куда тебе надо. Это прежде нужно уколоть себе 2 обезболивающих укола, и тогда есть возможность куда-то доползти. Вот, но такое, слава богу, сейчас встречается реже намного. Вот. Либо просто болит, либо сильно болит. Сильно болит там после каких-то таких вот нагрузок на работе. Это, после того, как стал постоянно работать, видимо, как-то, поменялся в организме, как бы объяснить. Это мне хочется в это верить сильно, что организм, он когда дает сигнал, когда болит у человека что-то, то это означает, что оно регенерирует, восстанавливается. Вот эти там есть макрофаги, там всякие, я не буду там умничать словами, но, в общем, есть надежда, что это наоборот лучше. Раз она болит постоянно, значит, постоянно есть работа, то есть запущен механизм лечения. Вот. В общем, я на это очень надеюсь. А вы как считаете? Вот. Я думаю, если верить, то так оно и будет. А на самом деле есть такие механизмы, и, в принципе, по-моему, так оно и работает. Если есть боль, значит, воспаление, а воспаление — это есть восстановление, лечение. По-моему, как-то так. Уже начинает темнеть потихоньку. Карлос, идем есть. Карлос. Не стал издеваться над Карлосом. Он хоть и завтракал, но покормить и вечером тоже нужно. Дал ему консерву его. А сам я уж не знаю. Не понял, ты уже справился? Лихо ты, молодец. А сам я, наверное, уже есть не буду. Уже 8:30. Наелся, красончик? А завтра уже хорошенько позавтракаю. Потому как на рыбу шансов мало рассчитывать. Но попробую все-таки найти где-то место, где можно удочкой забросить. Хотя, скорее всего, там глубина будет по колено. Посмотрим. Так, пора уже, наверное, рис закладывать. А рис еще будет где-то 35 минут на печке. И потом желательно его укутать. И еще, чтобы он дошел. А я уже буду спать в это время. Подсолить. Соли вроде взял, чуть больше чайной ложки. Это, по идее, там норма человека в сутки. Я сейчас соль, конечно, стараюсь поменьше есть. Вот. И, в принципе, не ем те вещи, в которых добавленная соль, то есть там колбасы и всякое такое. В тушенке, конечно, там есть соль, поэтому я добавил поменьше, хотя соленое, в принципе, люблю. И соль у меня необычная, а покупаю я соль калия. 30% калия добавлено к этой соли. А это важно, потому как есть калий натриевый там
насоса должен быть баланс. И, как правило, калия у нас не хватает. Рис я не замачивал. И так времени уйдет на приготовление. Уже точно сегодня есть не буду. Уже дождусь, когда можно будет снять с печки, чтобы оно тут не пережарилось, не сгорело. И буду отдыхать. Так, чесночок. И добавить водички. Вот так чесночок. Я его помыл. Прямо нечищенный. Ну все, закрыл крышкой, и теперь 35 минут на медленном огне. А потом желательно убрать с печки и накрыть полотенцем, чтобы дошло, так сказать, до готовности, настоялось. Ну что, плов доготавливается. Мы с Карлосом, наверное, будем отдыхать. Завтра лучше пораньше проснемся. Надеюсь, что ночь будет спокойная. Так что всем спокойной ночи. Увидимся завтра утром.